Давайте начнем с шимари, с кеймы шимари. Наша стандартная форма очень часто встречалась. Это было самое популярное шимари в прошлом. В наше время, после появления сильных программ, его играют все реже. В основном только те, кто не готовы меняться, те, кто привык его играть в своих партиях. В чем причина? В основном это связано с тем, что белые могут накрыть это шимари сверху и в таком варианте взять под контроль центр. Это первая причина. И вторая причина, почему упала популярность этого шимари, стало часто встречаться такое прилипание. И есть мнение, что позиция черных хоть и очень крепкая, но создается у черных некоторая переконцентрация. Но тем не менее в партиях игроков уровня Q и начальных данных это шимари по-прежнему очень популярна. И давайте посмотрим, какие же здесь возможны проверочные ходы, ходы Йосу-Миру. Давайте в виде примера покажу стандартное фусеки, которое было, наверное, одним из самых популярных фусеки еще, наверное, лет 10 тому назад. Шимари и Камоку. И здесь у нас ход белых. Если белые доигрывают стандартное джасеки и просто распространяются, черные успевают сыграть распространение и угрожают вторжение в форму белых. То есть, если белые ответят, это немножко пассивно. Если белые не будут защищаться, то последует вторжение, и белые потеряют всю свою территорию. Какая идея здесь популярная, связанная с Йосу-Миру, с проверочными ходами? Еще начиная с 90-х годов в этом фусеке очень часто играли вот такое прилипание. Это одно из самых базовых, из самых основных Йосу-Миру, которое часто встречается в случае с кеймой шимари. Мы играем прилипание и спрашиваем, что же будут отдавать нам черные. Вообще, когда я рассказываю про Йосу-Миру, я всегда вспоминаю анекдот про то, как в деревне повысились надои молока. И доярку спрашивают, какой же ваш секрет. Она отвечает, я каждое утро захожу к коровам и спрашиваю, что вы будете давать, молоко или мясо? И они всегда выбирают молоко, вот у нас такие результаты. Йосу-Миру это то же самое. Мы спрашиваем, что соперник нам будет отдавать. Не отдавать, такого варианта нет. Значит, если черные удлиняются, в таком виде мы можем камень оставить, и это просто проверочный ход. Самое важное не путать Йосу-Миру и вторжение напрямую. То есть у белых нет задачи сразу же свой камень спасти, сразу же выжить в углу, но это выживание мы просто держим в запасе. То есть когда-нибудь попозже, не в раннем фусеке, мы можем здесь выжить и отнять у черных всю угловую территорию. А если черные наш камень доедят, если черные добавят ход, то форма черных, конечно, будет супер крепкая, супер надежная, но с точки зрения территории она хуже, чем если бы черные имели свой камень здесь. Так что мы один камень поставили в плен, но мы вынуждаем соперника свой собственный камень добавить и для того, чтобы его доесть. Так что в данном фусеке играем прилипание. Если черные отвечают, то потом доигрываем стандартное джасеки. И черным уже теперь не хочется распространяться, понимая, что рано или поздно белые смогут выжить в углу. А если черные просто доедают камень, то группа белых смотрится все еще крепко, и вторжение уже не так белых беспокоит. Какие возможны еще ответы? В книжках встречается такой ход. И на разрезание, это у нас кросс-кат, на разрезание, если черные сыграют сюда, дальше я покажу вам вариант, который встречается только на страницах книг и очень редко в партиях профессионалов. Почему? Атари – это уже неприятно. Второй атари – это тоже очень неприятно. И дальше мы вспоминаем пословицу «не спасай камни Кикаси». То есть белым эти три камня достались фактически бесплатно. Белые ничего за них не заплатили. И дальше у белых, вот здесь будет распространенная ошибка, если белые добавят здесь ход, и черные сыграют потом на зоки, и у белых вся группа утяжелится и попадет под атаку. Этого делать не нужно. За белых достаточно, как ни в чем не бывало, доиграть джасеки. И если черные будут резать, мы с удовольствием готовы черным все эти камни отдать. За черных это плохой способ игры. Если играть хане в ответ на прилипание, и белые разрезают, то есть несколько способов более достойных за черных. Это способ, который регулярно применял корейский мастер Ю Чан Хёк с его атакующим стилем. Это удлинение с разрешением разрезать свой шимари. То есть пусть белые его распилят, черные понесут здесь большие потери. Белые пилят. Очков, конечно, осталось очень мало, но зато
черные получили объект для атаки. Ю Чан Хёк с его атакующим стилем часто выбирал этот вариант, потому что ему нравилось то, что возникает объект. Объект, который можно долгое время атаковать. И если вам хочется сыграть в более территориальном ключе, очки не отдавать, то в ответ на это разрезание можно дать атаре, удлиниться, еще раз удлиниться, ну и просто этот камень доесть. То есть тогда в чем смысл этой игры за белых? Белые потеряли очки. То есть черная территория в углу только увеличилась, но зато, если белые теперь доиграют джасеки, там, например, таким ходом и распространением, то здесь у белых уже очень мощная форма, в которую не грозит вторжение, плюс у белых есть влияние на центр. Так что с точки зрения территории мы потеряли, но зато приобрели с точки зрения плотности. Так, какие еще ответы бывают? Из необычных ходов можно встретить такой ответ, но это очень-очень редко. Очень редко. В чем минус этого хода? Если белые удлинились, черные блокируют, и белые в будущем сыграют распространение, то в углу осталось проверочное прилипание Йосумиру. И если у белых, к примеру, здесь возникнет свой камень, то после прилипания и прыжка черные могут потерять всю свою территорию в углу. Грозит разрезание, грозит соединение. У черных большие проблемы. Так что такой ход применяется очень редко, хоть он и есть в книжках. Чаще играется либо удлинение, либо хане. Если ответить с этой стороны, это тоже возможно. Дальше белые могут прилипнуть. И здесь как бы вы ответили. Значит, если черные блокируют, то белые будут просто счастливы нанести это атаре. И дальше могут дозавершить джасеки. То есть белые абсолютно бесплатно получили очень полезные камни снаружи. Поэтому за черных в таких позициях рекомендуется просто защищаться, просто соединяться, чтобы не давать сопернику сенда ходов. И дальше мы опять смотрим на эти камни, как на камни Кикаси. У белых нет задачи их спасти прямо сейчас. То есть белые уже сделали полезные обмены. Это уже вполне можно назвать успешным Йосумиру. Так, ну и последний ответ, который надо рассмотреть, это удлинение черных в эту сторону. Самый надежный ход, но в дальнейшем у белых остается возможность сыграть хане и получить территорию справа. В этой же форме в виде Йосумиру используется еще несколько ходов, но уже не на пустой доске, а если будет какое-то окружение. Если у черных будут дополнительные камни, ну, предположим, у черных есть камень здесь, есть камень здесь. В этой форме можно над чем подумать. Есть прилипание с этой стороны. Черные блокируют. Хотя есть разные ответы, то есть могут черные ответить таким образом, могут ответить таким образом. Но если черные блокируют, белые играют хане и спрашивают, отдадут ли нам черный угол. Это проверочный ход, классическая Йосумиру. Если черные удлиняются, у белых осталось выживание в углу. Если черные не удлиняются, а забирают угол, то белые могут получить один сентоход, второй сентоход, и потом как-то распространиться на сторону. Ну, например, таким образом, да? Там, или если камень стоит подальше, можно через два. И белые при этом получают крепкую группу наверху. Иногда в этой форме применяется прилипание в точку сан-сан. Это тоже техника Йосумиру. Спрашиваем, как будут реагировать черные. Если черные играют сюда, мы играем хане. Спрашиваем, отдадут ли нам черный угол. Если черные удлиняются, в углу осталось выживание. Если черные забирают угол, то получаем бесплатное атари. Можно вставить еще одно и распространиться. И это тоже за белых достаточно полезно. Так, и в этой форме даже прилипание с этой стороны тоже можно расценивать как Йосумиру. Это тоже проверочный ход, потому что у черных есть разные способы ответа. Вот давайте покажу, что не является Йосумиру. Вот если мы играем сюда, то это больше похоже на Адзи-Кеши, хотя даже такой ход на самом деле, к моему большому удивлению, можно встретить в базе AlphaGo Teach. Это та база, которая была сделана после матча Лисидоли с AlphaGo. То есть это тот ход, который раньше просто невозможно было встретить в партиях, за исключением ко-борьбы, где у белых есть возможность это шимари распилить. Вот если распилить можно, тогда да. Ну а так обычно считают, что это ход спасибо, что таким обменом мы только укрепим черных. Но AlphaGo считает, что в определенных позициях эти ходы тоже можно считать Йосумиру.
Пусть мы укрепили черных, но зато белые получили какие-то камни снаружи. А так, более традиционное прилипание. Это сразу же сюда. Смотрим, как черные будут реагировать. Например, если черные вот так, то это сам по себе хороший обмен. Белые могут просто играть в другом месте. Если черные играют с этой стороны, и это тоже полезный обмен, можно будет дальше, например, вот так, белую формулу завершить. А если черные играют хане, то мы удлинились, и сыграли распространение. Так. Ну, наверное, с этим шимари здесь мы завершим и перейдем к другим шимари на базе точки Комоку.